поговорим о расширении балкона по уровню пола. И я рад вам представить обновленную металлоконструкцию. На сегодняшний день имеем вот такую картину. У нас есть стандартный панельный дом, 9-й этаж, над нами ничего нету. И железобетонная плита по краю, которая держится на вот таких вот металлических закладных, которую мы будем демонтировать. Демонтируем мы ее в связи с тем, что нам в первую очередь нужно расширить именно уровень пола, то есть не по подоконнику увеличить балкон, а по уровню пола по нижней части. Поэтому плиты мы снимаем, делаем металлоконструкцию и подробно разбираем, какие же апгрейды у нас прошли, какие нюансы мы добавили в металлоконструкции для того, чтобы она стала еще прочнее, еще жестче держала наши металлопластиковые окна и максимально разгружала плиту. Таким вот шикарным видом для людей, которые любят находиться без перил на высоких этажах, это будет интересно. Вот такой у нас здесь двор, красотища такая. Плиту сняли, сварили нижний пояс из швеллера, и как вы можете заметить, пока никаких изменений относительно того, что было в варианте предыдущего каркаса, у нас нету. У нас есть швеллер под стеной, у нас есть 5 швеллеров, на которые одевается снаружи швеллер наружный, вынесенный на 300 мм. И у нас есть вот такая вот подрезка здесь ушей, в которой загоняется, один швеллер загоняется во второй. Друзья, работа закончена, принимайте. Друзья, не совсем я здоров, поэтому могу где-то местами тормозить, не судите строго, но очень хочется показать вам доработки металлоконструкции нашей, пока есть такая возможность, пока есть подходящий металлокаркас. Но постараюсь быть максимально внимательным. Поехали! Первое, что мы здесь сделали, это демонтаж наружных бетонных плит и увеличение площади пола на 30 сантиметров. Сделали мы это, как всегда, с помощью швеллера. В данном случае использовали швеллер 8 и увеличили площадь пола вперед и вправо. Как обычно, закрепились арматурой 10 на стену, забурили ближний швеллер, к нему подварили 5 поперечных и одели на них, подрезав вот здесь вот угол, одели на них торцевой. Подшили снизу это все листом, покрасили его там серой грунтовкой, чтобы он не выделялся на фоне улицы. Следующая часть каркаса немножко отличается. Первое, что мы сделали и в чем отличие состоит, это в том, что на вот этой вот стене под подоконной частью у нас находится уголок. Это 50-й уголок с 5-й полкой. К нему, вот здесь вот, если вы посмотрите, подварена косынка из листа металла 6 мм. Сделали мы здесь уголок, чтобы лучше получился вот этот провар.
Потому что когда здесь труба, она скорее всего бы очень сильно подгорала, ввиду того, что здесь 6, а труба была бы 2. Так у нас в принципе 5 и 6, и здесь провариться довольно несложно получилось. Также мы проварили, видите, какой длинный шов на швеллере. И таким образом вот эта косынка, она работает гораздо лучше, чем работали те диагонали две, которые стояли вот в предыдущей версии. Потому что здесь площадь обвара гораздо больше, да и сам материал вот этот, он абсолютно не тянется. Закрепили, это очень важно, закрепили мы этот уголок на 12 анкера. Основная нагрузка здесь будет ложиться именно на них, поэтому обязательно используйте хорошее, мощное крепление. Это могут быть не обязательно анкера, это могут быть другие какие-то элементы. Главное, чтобы они хорошо держались в той стене, в которую вы их крепите. Если эта стена полая, то не используйте анкер, он держаться там не будет. Используйте шпильку через стену, крепите ее с другой стороны. В общем, вопрос крепежа – это вопрос отдельного видео, это не вопрос 1 минуты обсуждения. С противоположной стороны, естественно, у нас есть такая же картина, точно такая же косынка, точно так же проварена и закреплено. Здесь мы подварились к закладной, которая была на стене, и это тоже можно считать мощным крепежом, потому что закладная впаянная, и вот есть у нас провар, который мы закрепили на уголок. Также у нас присутствует диагональ, которая работает вот здесь вот на сжатие, и нагрузку вот из этой точки она переносит на основание. Таким образом, у нас вот эта нижняя часть каркаса, она как тянется на стену за счет косынки, так и с нее убирается вес с верхнего пояса за счет вот этой диагонали. Следующая доработка по каркасу — это вот эти вот косые, которых раньше не было. Мы добавили здесь фермы, таким образом, чтобы с центральной части окна нагрузка распределялась не только на центральную часть швеллера, но и уходила сразу в стороны. Мы связали с помощью фермы вот этот весь уголок и нижнюю часть швеллера. Таким образом, часть нагрузки у нас уходит сразу в стороны. Вот эти диагонали, они перемещают ее вниз, а вот эти диагонали, они наоборот подтягивают на вот эту часть уголка. То есть эта диагональ, она работает на растяжение. То есть она как бы тянет вот эту точку, в которую приходит вес отсюда. А соответственно из этой точки нагрузка распределяется вот этой уже растяжкой на основание. Понимаете, как это работает? Еще раз, вес отсюда уходит в эту точку. Из этой точки он подтягивается в основание, в левую сторону, ну в данном случае в крайнюю точку каркаса. А из крайней точки каркаса он с помощью вот этой диагонали перераспределяется на основание плиты. Кроме того, та нагрузка, которая приходит от вот этой стойки, от вот этой стойки, от вот этой стойки, ну соответственно от всех вертикалей, она приходится на швеллер и снимается частично вот этой вот косынкой. То есть у нас за счет того, что мы закрепились на стену и дали косынку, часть каркаса висит, как бы висит над плитой. Вот такие вот доработки мы сделали здесь по каркасу с расширением по уровню пола. И планируем такие же доработки делать на всех остальных каркасах. У нас будут базово диагонали на растяжение, на сжатие и будут фермы. Планируем делать это на всех конструкциях, в том числе и на хрущевских, которые очень сильно зависимы уже от веса, который на них грузишь. Давайте вернемся уже конкретно к этому объекту и доведем его до конца, посмотрим, что здесь еще сделано. Друзья, это видео будет также полезно тем людям, которые планируют только остеклить свой балкон и, возможно, будут делать это своими руками. Поэтому покажу до конца доделки по этому балкону, то есть что мы сделали, кроме металлоконструкции. Кроме металлоконструкции у нас есть в верхней части крыша, так как мы находимся на 9 этаже. У нас есть наружная обшивка, и эта наружная обшивка здесь выполнена OSB плитой. Кто смотрит наши видео давно, тот знает, что OSB плиту мы применяем в тех вариантах, когда балкон должен получиться теплый, и OSB плита будет являться несущим основанием под дальнейшее утепление балкона снаружи пенопластом или каким-то другим материалом. Если в вашем городе есть фасадчики, есть ребята, которые занимаются промышленным альпинизмом, то они с наружной части этот OSB лист зашивают утеплителем и покрывают фасадной шпаклевкой, красят ее затем.
Для чего? Для того, чтобы сэкономить дополнительное пространство внутри балкона. У вас получится 100 мм утеплителя с улицы, 100 мм утеплителя изнутри балкона. Вы получите 200 мм утеплителя, чего вполне достаточно, чтобы считать эту стену уже жилой. И таким образом, поставив хорошие энергосберегающие окна, вы можете использовать это помещение уже максимально теплым. Поставив сюда прибор, который будет его подогревать, вы будете минимум отапливать улицу и максимум оставлять тепла в помещении на балконе. Поэтому, друзья, у нас здесь USB плита. Мы ее предварительно, перед тем как ставить, покрасили фасадной краской и завернули в пленку. Сделали мы это для того, чтобы она смогла пережить зиму, потому что заказчик планирует делать обшивку весной. Поэтому 100% зимой эта плита будет находиться под воздействием осадков. И чтобы она нормально пережила эти осадки, хоть она и пропитанная там какими-то материалами, но тем не менее, если она находится в пленке и покрашена фасадной краской, она 100% переживет все эти нагрузки без проблем. Друзья, давайте теперь посмотрим на крышу. Что у нас здесь? Здесь у нас есть ветровик, который заштроблен на 40 мм в стену. Под этот ветровик мы, соответственно, загоняем уже наш профнастил. Если бы ветровика не было, у нас бы был геморрой с примыканием. Если бы штробы на стене не было, у нас бы был геморрой с примыканием. Так как мы утопили наш ветровик на 40 мм в стену и закрыли стык этот, как вы видите, герметиком, то проблем быть не должно. И условно герметичным это помещение можно будет назвать. Сверху многие спрашивали, как крепится профнастил. Сверху мы его крепим вот такими вот саморезами. Это кровельный саморез с пресс-шайбой, с резиночкой, которая, прижимаясь, не дает возможности воде попасть и затечь внутрь. Здесь мы пришли на соседей сверху, на крышу, вот так вот получилось подвести. И теоретически, поддуваний снега здесь нигде не должно быть. Возможно, если какие-то проблемы возникнут, со временем поставим здесь нащельник, если он себя проявит и покажет, что он здесь нужен. Но крыши мы свели, скрутили вот здесь в этой точке, и теоретически подливаний, поддуваний, осадков здесь никаких быть не должно. Друзья, если подытожить это видео, то если вы сейчас находитесь на стадии выбора компании, которая будет проводить вам ремонтные работы на вашем балконе или будет заниматься остеклением вашего балкона, прежде всего я рекомендую спросить у них, как они планируют укреплять вашу плиту. Если они планируют ставить остекление с расширением, то как будет выглядеть ваша металлоконструкция. Обязательно спросите о том, как будет распределяться нагрузка и будет ли перераспределяться нагрузка с плиты балкона, с плиты основания балкона на стены. Очень важный момент, особенно в реальности наших домов вот такой вот панельной постройки, в хрущевских застройках. Все дома находятся уже, и плиты находятся в уставшем состоянии. Если говорить более точными цифрами, то вы можете поставить вес остекления порядка 300-400 кг, выйти на балкон, сделать обшивку, и это будет критически допустимая нагрузка для этой плиты. Если вы занимаетесь ремонтами самостоятельно и делаете ремонт балкона своими руками, я надеюсь, что это видео тоже было вам полезно, и вы возьмете какие-то мысли из данного видео и примените их на своих объектах, чему я буду только рад, потому что еще у одного жителя нашего города будет безопасный каркас, который никому не свалится на голову, и еще один балкон будет сделан крепко и надежно.